Ребят, всем привет! Появились наконец-таки первые комментарии, первые вопросы. И вот один из вопросов в комментарии рассказать вообще о моем личном опыте, как я пришел к тому, что, собственно, я пересадил себе волосы. Если быть точнее, первый вопрос был: привет, очень интересно следить за тобой, спасибо. Расскажи, как происходил твой путь жизни с начала облысения до пересадки. Ну, давайте попробуем. Попробую вам как раз-таки это рассказать. Ни много ни менее, я начал лысеть, наверное, когда уже мне было лет 20, как я и говорил ранее в других видео, у меня никогда не было никого лысых в семье, ни по одной, ни по маминой линии, ни по папиной линии, и мне было очень необычно. Сначала начали постепенно выпадать волосы, я не мог понять, что происходит. Я скажу даже больше. Мне кажется, что даже когда мне было лет 16, я уже как бы видел, что волосы редеют и начинают выпадать. И мне, по-моему, мама говорила, что ничего страшного, это нормально, они вырастут еще. Ну, мама как бы не в курсе была, видимо, что ее сын может полысеть, особенно при всем, что ни в одном роду, как я и говорил, у нас не было лысых. Ну и к 20 годам, наверное, еще усугубилось все это тем, что я поехал в Америку, я пожил в Америке, потом, когда я вернулся обратно в Беларусь, я сам из Беларуси, из Минска, и увидел весь этот кромешный пипец, и понял, что я здесь дальше буду жить, и у меня начался дикий стресс, который усугубил ситуацию, и я начал, как мне кажется, терять волосы еще быстрее. Более того, были холодные зимы, и у меня была прическа, длинные волосы. Я, может быть, если найду фотографию, покажу вам, как я выглядел. И типа же было модно ходить без шапки. И вот в эти морозы, минус 20, я ходил без шапки. Более того, я смачивал голову там гелем, водой. Ну, тогда это было модно. И с вот этим вот всем я шел на мороз. Ну и, конечно, это только все было хуже и хуже для моих волос, для моей кожи на голове. И последний, наверное, последняя капля в этом море, когда я приехал после Америки, я решил покрасить, опять-таки была мода, волосы в белый цвет. Причем я покрасил белый цвет этим гидроперитом, или как он там называется, стал желтым, мне это не понравилось, я хотел быть белым. И я, несмотря на то, что нельзя было сразу красить, взял и после первой покраски еще раз покрасил голову опять гидроперитом. Ну и тогда вообще волосы начали вылазить просто пипец. То есть сначала были вот здесь вот такие залысинки, как у всех, ну а потом макушка и так далее. Один из методов, тогда тоже говорили, нужно побриться на лысо, тогда волосы начнут быстрее расти. Я не знаю, что за глупость, а может быть и не глупость. В общем, я побрился на лысо, и когда я увидел себя, ну вот представьте себе, вам 20 лет, и меня, в принципе, всю жизнь, ну вот, называли красавчиком, и тут я вдруг бреюсь наголо, а в те времена это были только бандиты и зэки лысые, и как бы, ну, такое себе. Даже в школе это было, то есть я вроде бы сначала был отличником, потом, когда я побрил голову, то есть даже учителя начали предвзято относиться ко мне, и тогда я понял, что, ну, блядь, без волос что-то как бы, ну, не очень. Люди полны стереотипов, и жизнь без волос не очень комфортна. Соответственно, я был молод, я терял волосы очень быстро, и у меня было прям сначала стресс, и потом, можно сказать, что депрессия. Я не мог понять, что происходит, почему это так. Там пытался как-то это скрывать, ну, сначала брить, там вот, не знаю, как-то здесь оставлять, там, где они росли, здесь все остальное сбривать, то есть какие-то способы, ну, мало это что помогало, я начал смотреть, какие способы могут быть бороться с лысиной, как это можно скрывать, и, наверное, первое, до чего я наткнулся, это была пигментация, ну, точнее, потом это назвали пигментация кожи, но сначала я подумал, не сделали ли себе татуировку в виде волосика, в виде волос на голове. То есть, ну, я нашел такого татуировщика, он мне сделал вот здесь вот, видите, до сих пор темное пятно, вот, вот, то есть он там чуть-чуть мне потатуировал, я понял, что это, блин, полный пипец. Кстати, по-моему, у меня вот отсюда на самом деле волосы должны были быть, они вот как мне пересадили. Но это другой вопрос. Вот, татуировка, я понял, что это полный бред, но свести ее уже было не так-то просто, поэтому тоже каждое
свой шаг обдумайте по несколько раз. Пересаживать, не пересаживать, делать пигментацию, татуировку и так далее. Потому что относитесь к этому, как будто вы это делаете навсегда. И вот когда я это сделал, то есть это заняло там полчаса, он попробовал буквально. Не помню, что я там заплатил, но чтобы свести вот эту же татуировку, это уже нужно, по-моему, раз 10 на лазерную удаление татуировки ходить, чтобы вот это пятно уже свести. И мне многие говорили, что у тебя за пятно здесь? Ну, блядь, что тут за пятно? Затем, что еще? Кстати говоря, я тоже не рассказывал, пока я был еще тинейджером, там 16-18 лет, когда я увидел, что, в общем-то, волосы теряются, я перепробовал кучу различных средств. Я читал, ну, интернет тогда был не очень развит, я читал, там, я не знаю, газеты какие-то там, народные способы, чем я только волосы не мыл, там и дрожжами, и сывороткой, и там чуть ли не кровью девственницы, вот просто писец. Я попробовал абсолютно все, кефиры, какие-то хуиры. Еще был период, мне друг точнее, он тоже начал лысеть, и он пошел, начали открываться, это 2000-е, различные салоны для тех мужчин, которые теряют волосы. И пошел я туда, там продавали очень дорого, ну, мне, во всяком случае, тогда казалось, потому что я был студент, для меня были это реально большие деньги. Там бутылочки всяких средств, которыми ты вроде бы моешь волосы, и волосы от этого начинают расти. Я сейчас опять-таки понимаю, что это полный, наверное, бред, хотя, может быть, для тех, у кого это там небольшая потеря волос, и еще, может быть, не поздно, может быть, это действенно. Но тогда, как бы, вот ты тратишь кучу денег, там, например, $100 за бутылку, моешь голову и ждешь, пока вот тебе там заколосится, но, естественно, но ничего не колосится. Вот, пробовал я еще и это. Где-то в 2008 году я переехал в Азию, я переехал на Филиппины. Многие эти годы вообще я живу не в Беларуси, живу за границей, и там я тоже различные статьи читал, смотрел, как люди вообще борются с лысиной до определенного периода времени, наверное, пока я вообще не забил, что я лысый, я уже начал к этому привыкать. Более того, наверное, к концу 2008-2007, тогда я сказал бы даже, что появилась мода, наверное, на лысых, то есть там Гоша Куценко, там начало 2000-х, потом еще какие-то актеры, еще кто-то. То есть появилась, можно сказать, что мода. Мне самому на самом деле нравится быть лысым, но не заплешинами. То есть вот даже сейчас я пересадил волосы, и я понимаю, что я их не буду отращивать. Я не хочу там большие волосы, хочу просто рисунок вот наподобие как сейчас, только чтобы это не было заметно. И вот как вот видите, прямо сейчас это все видно. Я надеюсь, что это все пройдет. То есть мне нравится лысина, но просто быть вот с вот рисунком волос. Получается, я как-то более или менее привык к этому. И когда я переехал в Азию, там я столкнулся, что начали предлагать, не помню, как я нашел эту рекламу, пересадка волос. Я обратился, в общем, я собрался и поехал. Это стоило очень дорого, это какой-то пиздец. Я вот сейчас вспоминаю это, то есть меня просто развели как лоха. Мне пересадили, я не помню, где-то, как мне сказали, 3 или 3,5 тысячи графтов. Вот когда я второй раз пересаживал, мне сказали, что там от силы может быть 1,5 тысячи. То есть меня обманули даже в количестве, и это стоило около 3 или 4 тысяч долларов. Это было очень дорого. Ну и представьте, это был 2000, где-то 9 или 10 год. В те времена это были совсем огромные деньги, прям вот совсем огромные. Это, по-моему, вообще деньги, которые у меня, ну не то, что прям которые только у меня и были, но это была очень большая сумма. И получается, что я отдал, веря в том, что, ну, будет красиво, как на картинке. Но, естественно, во-первых, мне это сделали все криво. Я вот, кстати, на днях нашел фотографии самого себя после той операции. Сейчас, если найду, тоже прикреплю, вот посмотрите. И, ну, это было ужасно. Более того, я вам тоже крайне не рекомендую ездить на эти операции одному. Всегда берите кого-то близких, там, друзей, любимых, там, родственников, чтобы кто-то рядом был. Неважно, сколько вам лет, вы должны понимать, что это операция, и кажется, что ерунда, но
намного проще и лучше вы себя чувствуете, когда кто-то рядом есть. И вот я первый раз пересаживал волос, я был один, хер знает где, в каком-то гадюшнике в Маниле. Ну, не гадюшник, это было, ну, вроде бы как клиника, но это было вообще офисное здание, ну, гадюшник. С меня взяли херово тучу денег, я такой доверчивый мальчик, верил, что да, у меня это сейчас заколосится. И было совсем не до того, чтобы там, знаете, смотреть вообще, как люди делают, хорошо ли они делают или нет. Когда с вами кто-то находится рядом, они как минимум могут проконтролировать. Где-то залысины, где-то еще что-то. Вот, кстати говоря, второй раз, когда я пересаживал, тут тоже есть кое-какие нюансы, о которых я вам расскажу в следующих сериях. Очень важные нюансы, поэтому желательно, чтобы был кто-то с вами рядом и смотрел, знаете, каким-то критическим взглядом, потому что, во-первых, когда вы один, вам колят эту анестезию, вы там пьете таблетки там, или еще лежите очень долго под операцией, вы не можете как бы мыслить слишком ясно, и вы доверяете доктору. Еще есть же психологический фактор, это же доктор, и доктору нужно доверять. А вот нужен кто-то рядом, кто будет не доверять доктору, кто будет просто вашим адвокатом, что называется, и только следовать вашим интересам. То есть где-то что-то, какие-то недочеты, где-то что-то недосадили, пересадили, то есть чтобы они это видели и сразу говорили. Это очень-очень важно. И вот в тот момент, когда это была методика FUT, она называется FUT. Более того, то, что меня содрали кучу денег, ничего не заколосилось, они мне еще даже не предупредили, я и не знал, что останется шрам. И у меня остался огромный шрам, который я до сих пор пытаюсь сейчас его заделать, вот видите. Это тоже другая история, я вам расскажу, если вам будет интересно. Если вам понравится эта история, там поставите какое-то количество лайков, я пойму, что это интересно, напишите комментарий. Я сниму вторую серию, что называется, этого видео и расскажу вам про свой шрам вообще, как закончилась эта история с Food и что было дальше. Поэтому очень важно для меня, но не скупитесь, пожалуйста, нажмите подписаться, потому что ну, казалось бы, у меня тут всего лишь пару подписчиков, я понимаю, что я вот только создал этот канал, но мне нужна мотивация, чтобы я понимал, что это кому-то полезно, и вы не только смотрите, но и жмете лайк, комментарии пишите и подписаться, вроде бы это все так просто. Ну и колокольчик, если вам интересно реально видео, которые я снимаю для вас каждый практически день, сделайте это все. И, что называется, я чувствую, что я увижу, что вам это нужно, и буду записывать больше. Потому что вот честно сказать, я искал все время информацию, вот такую информацию, с которой я делюсь с вами, чтобы кто-то честно рассказал на своем же опыте, не люди, которые получили бесплатные пересадки, там блогеры, из-за рекламы этих клиник или сами клиники, которые рекламируют свои услуги, а человек, который сам заплатил своими деньгами, никто ему там рекламу никому не делал и по-честному все рассказал. Поэтому подписывайся, жми на колокольчик, лайки, напиши в комментариях, интересно тебе, неинтересно. Если тебе не интересно, тоже напиши, что бы хотел ты услышать. И увидимся в следующей серии. Пока.